Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы печем торт «Шоколадная нежность». Торт, который не требует сложных техник, редких ингредиентов или многочасовой подготовки. Посмотрите на него. Ровный, аккуратный, идеально круглый, полностью шоколадный, с мягкой бархатной поверхностью и очень уютным домашним видом. Это тот самый торт, который готовят для семьи, для близких и просто для себя. Он мягкий, влажный, но при этом отлично держит форму. Сверху легкая посыпка, она добавляет праздничную нотку и делает торт еще более теплым и домашним. Для теста яйца, сахар, сгущенное молоко, сметана, сода, какао, мука, соль и ванилин. Для крема сливочное масло, сгущенное молоко, какао и ванилин. Начинаем с теста. В миску разбиваем яйца и начинаем взбивать ручным миксером. Постепенно, не спеша, добавляем сахар и продолжаем взбивать. Добавляем щепотку соли, она всегда подчеркивает вкус сладкого. Масса светлеет, становится пышной и воздушной, почти кремовой. И немного ванилина перемешиваем. Теперь сгущенное молоко. И уже на этом этапе видно, тесто будет невероятно вкусным. Оно становится более густым, гладким и очень аппетитным. В отдельной миске соединяем сметану и соду. Сразу появляется реакция – легкие пузырьки. Это значит, что бисквит получится мягким и хорошо поднимется. Добавляем эту смесь в тесто и аккуратно перемешиваем. В другой миске соединяем муку и какао. Хорошо перемешиваем и просеиваем прямо в тесто. Добавляем частями, медленно, очень аккуратно вмешивая. Тесто становится насыщенного шоколадного цвета, гладким, жидким и очень красивым. Переливаем тесто в форму, застеленную пергаментом или смазанную маслом, и разравниваем поверхность. Вы можете использовать любую форму диаметром 20-22 см. И выпекаем в разогретой до 170-180 градусов Цельсия духовке 35-45 минут до сухой шпажки. Пока бисквит выпекается, займемся кремом. В миску кладем мягкое сливочное масло и взбиваем до пышности. Постепенно добавляем сгущенное молоко, затем какао и ванилин. Сначала аккуратно соединяем,
а затем еще раз взбиваем миксером. Крем получается гладкий, нежный, шоколадный и совсем не приторный. Бисквит готов, проверяем шпажкой. Если она выходит сухой, значит все идеально. Обязательно даем коржу полностью остыть. Разрезаем его на две части. И теперь самое приятное – крем. Весь крем идет между коржами. Щедро, без экономии. Сверху посыпаем пудрой. Посмотрите на него еще раз. Он мягкий, он влажный, он шоколадный, но не тяжелый и не приторный. Этот торт в разы вкуснее любых магазинных вариантов. Его можно заморозить, достать позже, и он останется таким же нежным. Но особенно вкусным он становится на следующий день после ночи в холодильнике. Он легко режется, прекрасно держит форму и идеально подходит к чаю или кофе. Вот такой торт у нас сегодня получился. Быстрый, простой, домашний и очень любимый. Шоколадная нежность. Спасибо, что вы сегодня были с нами, готовили, вдохновлялись и создавали уют. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Спасибо, что были с нами. До скорых встреч в новом видео. Пока-пока.